Привет, друзья! Это второй сезон моего нетуристического тревел-шоу, в котором я путешествую по миру, знакомлюсь с местными жителями и пытаюсь понять, как они живут и чему мы можем у них научиться. На этот раз мы в Амстердаме. Я здесь, кстати, впервые, но тем не менее нет, мы с вами, как всегда, не отправляемся ни в какие туристические места. Здесь не будет никаких улиц красных фонарей и прочего, потому что я покажу вам что-то гораздо более интересное. А если вы после этого выпуска захотите увидеть Амстердам своими глазами и побывать во всех местах, которые я вам сегодня покажу, то найти самые выгодные авиабилеты можно, как всегда, на Aviasales. Наш сегодняшний герой раскрылся для меня безумно интересно, но давайте обо всем по порядку. В 9 утра я могла сюда приехать только по какому-то супер важному делу, и в Амстердаме, конечно же, есть музей Ван Гога. Нам обязательно нужно посмотреть его картины. Почему? Вы сегодня обязательно все поймете. Одна из первых ассоциаций для меня, когда я слышу о Нидерландах, это имя Ван Гога. И я совсем не удивилась, когда узнала, что здесь есть музей его имени. Поэтому я провела прекрасные 2 часа в компании себя и своего аудиогида для того, чтобы подготовиться к сегодняшнему интервью. Я с удовольствием провела время и посмотрела на местную коллекцию картин и на посетителей. И отправляюсь на встречу с нашим сегодняшним героем. Всегда опаздываю, каюсь. Ничего страшного, привет. Меня зовут Таня. Знакомьтесь, Лиуве Ван Гог, единственный наследник знаменитого рода и прапраправнук Винсента Ван Гога. Ты выглядишь прямо как художник. Как кто? Как художник. Как художник. Да, на 100%. Я надел немного того, немного сего, вот А и я, получилось. наоборот, слишком чисто одета для эксперимента. Ничего, тебе понравится моя квартира, будет классно. Лиува пригласил меня к себе в гости, и я, конечно, с радостью приняла это приглашение, потому что мне было безумно интересно посмотреть, как живет в Амстердаме наследник Ван Гога. Спойлер, это будет нечто, поэтому пристегивайтесь. Это мой первый раз в Амстердаме. Что мне нужно знать о городе? Что следует тебе знать? Опыта работы с туристами у меня нет. Я уверена, что ты должен Не знать. советую идти в музей Анны Франк, там очень скучно. И не ходи в музей Ван Гога, они не пропускают меня бесплатно, так что к черту их. Не иди туда. Чем бы ты хотела сегодня заняться? Отправиться в единственный и неповторимый тур по Амстердаму? Наоборот, мне бы хотелось посмотреть на что-то не туристическое, потому что в основном люди знают улицу Красных Фонарей и то, что тут можно курить травку. Да, это самая скучная часть. Да-да. Как ты думаешь, почему здесь так много свободы? Ну, понимаешь, я бы сказал, что это быстро надоедает. И когда мы всем этим перенасыщаемся в городе, то едем куда-нибудь на природу. На самом деле здорово делать то, что хочется, но я бы не хотел прожить тут всю свою жизнь. Правда? Нет, не хотел бы. Я, может, хотел бы пожить в Штатах или в Южной Америке. Где-то там. А ты там уже бывал? Да, конечно. Правда? Что тебе нравится больше всего в Штатах? Безумно интереснейшие и образованные люди. Так вот, я в Штатах один раз захожу в бар, а там шутили шутки на древнелатинском. Ага. И вот тогда я подумал, вау, вот это Америка. Это лестница как полоса препятствий, так что осторожно. Окей. Квартира оказалась безумно похожей на то, о чем думаешь, когда впервые слышишь «квартира художника». Но для меня это, конечно, удивлением не стало, так как Лиува рисует практически с детства. Ты ощущаешь давление со стороны? Может, что ты должен быть художником лучше, чем твой предок? Или тебе нужно завести своих детей? Насколько я помню, ты единственный... Да. Как уж лучше сказать? Последний потом. Последний в роду. Наследник, да. Да, кровный наследник. Есть ли все-таки у тебя ощущение давления извне о том, что вот именно тебе нужно завести детей, продлить свой род? Да, мы думаем об этом с моей девушкой. Мы стараемся завести ребенка, но пока у нее было несколько выкидышей. Да, мы хотим ребенка, но не потому... Да, конечно. Не то, что хотим продолжить род и семейное имя. Нет, мы просто хотим ребенка.
Было бы здорово иметь мини-меня, который бы все повторял и копировал, брал пример. Было бы очень хорошо. В любом случае мы стараемся, мы все еще в процессе. Да, понимаю. Надеюсь, что все получится. О, окей. Она для меня написана? Нет, нет, нет. Я не пишу картины с политическим подтекстом и не занимаюсь всем этим, но в этот раз подумал, почему бы и нет. Так что Понимаю. А как ты думаешь, искусство и политика могут уживаться вместе или нет? ну как сказать, если у кого-то хорошо получается, то почему бы и нет? Политика — это не совсем мое, но когда я работал над этой картиной, я решил, к черту. А вот на этой, например, будет Путин. Мой YouTube-канал сейчас в опасности. О, черт! Черт, черт. Думаю, эту картину мы сможем закрыть. Нам ее, наверное, лучше спрятать, пока КГБ сюда не завалилось. Вот сюда. К слову, о политике, свободе, законах и искусстве в Амстердаме. Так, например, у нас в России есть очень много примеров того, как люди попадают в тюрьму Так. из-за искусства. Во-первых, что ты думаешь об этом? И были ли у тебя подобные примеры здесь, в Нидерландах? Может, пример того, как кто-то попал в тюрьму из-за своего творчества? Был парень, он рисовал политические шаржи. Политический карикатурист. Да, что-то типа того. Это немного другое, не так ли? Может быть, я не настаиваю. Значит, политические преследования здесь нечастое явление. Нет, совсем нет. По сути, каждый делает, что хочет. Всем, в общем-то, все равно. Я тут употребляю мат, ничего страшного. Можно ли говорить фак? Не вопрос, конечно. Ну, хорошо, да. Все тогда отлично. Сейчас оторвемся. Шучу. В Амстердаме есть музей изобразительного искусства, и там представлены картины нашей русской художницы Юлии Цветковой. И она написала очень много простых человеческих обнаженных тел. Настолько просто и непринужденно. И сейчас она не то чтобы в тюрьме, но из-за творчества у нее есть проблемы с законом. И я сейчас хотела бы показать тебе ее картины, и чтобы ты посмотрел, оценил и сказал, почему у нее появились проблемы. Вот это. Все из-за этого. Из-за этого она попала в ГУЛАГ? Они там все совсем поехали. Серьезно, из-за этих картин? Так и что на них написано? На них сказано, что у настоящей женщины не должно быть все идеально. Например, кожа, волосы и так далее. Вау, и по этой причине у нее сейчас И это проблемы? считается опасным. Это пиздец. И как так получилось, что она сейчас в тюрьме? Потому что решили, что эти картины являются порнографией. Если это считать порнографией, то я боюсь представить, как бы они отреагировали на настоящую порнографию, как бы тогда это расценивалось. Значит, у тебя нет чего-то подобного? Например, какой-нибудь картины, что могло бы расцениваться как что-то запрещенное? Я думаю, если делать что-то нацистское, то это будет уже считаться на грань. Мы пришли сюда сразу из музея, и у меня вопрос. Тебя не смущает, что тебя постоянно сравнивают с Винсентом Ван Гогом? Бывает, да, иногда. Иногда? Иногда верно. Бывает, что я думаю о том, в какой семье я родился, какие у меня корни. Бывает, бывает. Что ты чувствуешь по этому поводу? Какие чувства ты испытываешь? Может, ты стесняешься? Я не совсем понимаю эту одержимость по поводу его картин. Когда я смотрю на них, я не представляю 90 миллионов евро, висящих на стене. Я говорю, ну, вроде бы нормальные картины. Но главное, что они не пускают меня в музей бесплатно. Много лет назад мы с друзьями шли с вечеринки и проходили музей. И я говорю, эй, ребята, я вас сейчас бесплатно пропущу. Пойдемте. Они сказали, нет, бесплатно нельзя. У меня глаза на выкате, я тычу им своим паспортом. Вот, посмотрите, вы должны нас пустить. В итоге они все равно отказались. Так что
Когда ты в первый раз осознал, что твои корни — это что-то великое? И, может, люди начали задавать тебе вопросы о твоей семье? Когда был тот самый первый раз? Может, когда ты был еще ребенком, ты понял, насколько тебе повезло? Мой дедушка всегда приводил меня в музей, и мы слушали одни и те же истории об одних и тех же картинах. И это продолжалось несколько лет. На самом деле, мое происхождение не играет для меня большой роли. Может, если я правильно воспользуюсь моментом, то мое происхождение мне как-то поможет. По крайней мере, я на это надеюсь. Посмотрим, что из этого получится. Каждый раз, когда я прохожу паспортный контроль в аэропорту, то слышу одну и ту же чертову шутку. У тебя все еще два уха. Это уже происходит на протяжении 30 лет точно. Я эту шутку слышал минимум 9 раз. В следующий раз мне хочется принести с собой хлопушку конфетти и взорвать ее прямо перед ними. Я понимаю, что меня, скорее всего, потом повяжут, но оно точно будет того стоить. Да, я могу представить, каково тебе. Я родилась 1 апреля, и каждый год все шутят, что моя мама пошутила, родив меня, так как 1 апреля — это день шуток. 1 апреля наступает, и все начинают говорить о том, какая моя мама шутница. Старые добрые шуточки, да. Да. Новый скандаль Pour Homme от Жан-Поль Готье, аромат, с которым невозможно остаться незамеченным. Его нельзя забыть, услышав на мужчине однажды, а женский аромат «Со-скандаль» идеально подходит к нему в пару. Скандаль Pour Homme и Со-скандаль – две чувствительные натуры, с которыми вы всегда будете в центре внимания и окружении восхищенных взглядов. Познакомиться со скандальной парой и заказать оба аромата можно в «Золотом яблоке» по ссылке внизу в описании. Как проходит твой обычный день? Может, ты делаешь что-то особенное? Вообще, чем ты обычно занимаешься? Ну, обычно я работаю до 2 утра в ресторане, а затем я прихожу домой. В ресторане? Чем ты занимаешься там? Я готовлю на гриле. Это, в общем-то, моя обязанность. Он повар. Повар он. Довожу прожарку медиум и well-done до идеального вида и вкуса. Потом я прихожу домой, моя девушка просыпается в 6 часов утра. В наших отношениях она зарабатывает большую часть денег. И так я прихожу домой. Это так И по-европейски. я прихожу домой, снимаю обувь, прохожу оттуда, как ниндзя, очень аккуратно, и тихо закуриваю сигаретку. Без музыки, да? В наушниках, в AirPods'ах. А в каком ресторане ты работаешь? Каннибал Роял. Что это за место? Какая специфика? Это стейкхаус, мы там Какая готовим там мясо кухня? в основном. Оказалось, что в этот день Леуве нужно было доделать несколько работ и отнести их в галерею. Там скоро пройдет выставка современного искусства и будут представлены в том числе его работы. У тебя абсолютно потрясающий стиль, потому что я никогда не видела чего-то подобного. Спасибо Я большое. серьезно говорю. Как ты нашел себя, свою технику написания картин? Вначале я использовал просто обычные кисти. Но все время что-то шло не так. Я все портил. И потом я понял, что мне нужно что-то менять. Вот так я и пришел к этому. Чтобы прийти к этой технике, мне понадобилось 2 года. И сейчас это именно мой стиль. Пока я использую его, посмотрим, что будет дальше. Что изображено на картине? Она написана по фильму. Фильм назывался «Отвязные каникулы». И девочки в нем носили большие лыжные маски с маленьким лого My Little Pony. И мне это очень понравилось. Я захотел сделать целую серию картин по этой теме. А где обычные люди могут увидеть твои картины? На моем сайте www.настоящийвангог.com. А в реальной жизни? Вживую? Что-то сейчас представлено в галерее, пожалуй, все.
какие-то мои картины были украдены и теперь продаются на черном рынке. Может, какие-то из них вы сможете купить там. Однажды я найду эту крысу, которая украла мои работы. Как это произошло? Как их украли? Не имею ни малейшего представления. Когда это случилось? Пару месяцев назад. Там были в основном коллеги и друзья, поэтому у меня нет подозреваемых. Понятия не имею, кто это. В июне 22-го состоялась его персональная выставка. Все картины, представленные там, были распроданы за 3 дня, и мне кажется, что так же это и произошло, благодаря его уникальной технике письма. Что это? Можно посмотреть? Какую именно? А, эту? Я ее так и не закончил. Все постоянно падает. О, я его знаю. Да уж, это был портрет. Она еще и сломана. Это так похоже на меня у себя дома. Я не планировал это ради шутки, и получилось то, что получилось. Это я в своей естественной среде обитания. Я хотела спросить, делал ли ты картины с Винсентом? Нет, просто мой друг сделал эскиз, а я раскрасил. Но больше я над ней никогда не работал. Так, ставим ее обратно туда, где она лежала. Да, конечно, ее можно было бы продать, как картину из серии винтажного Ван Гога, но... Не знаю, не хочется. Почему? Хочется сделать свое, чтобы звучало мое имя, Конечно понимаешь? же. Понимаю. Но я же... Но ты нашел себя, нашел свою технику. Да. Ведь это бывает так сложно. Скажи мне, пожалуйста, что это такое? Ну, знаешь... Что за безумная история? На самом деле, я и сам до сих пор не пойму, что пришло мне в был голову. обычный день? Да, это был самый обычный день в Бостоне. Ко мне подошла немецкая художница концептуального жанра. Ей была нужна моя ДНК. В общем, все пришло к тому, что они, по сути, клонировали мое ухо. Как это возможно? Они вырезают хрящ. Это не прямо кость-кость. Но это более плотная вещь. Он ведь есть и в носу, в ушах. Самое кошмарное было, когда они вырезали хрящ. Да, они приложили что-то вроде купола мне к уху. Это буквально сводило меня с ума. И мы постоянно встречали новых людей, жали им руки, и я такой говорил: «Привет, я Ван Гог, да, чувак с ухом». Это было день за днем. То есть она хотела воссоздать ухо Винсента Ван Гога? Так? Да. Но это же твое ухо. Не его, разве нет? Нет. Они делали слепок моего уха. То есть берется глина или что-то подобное, и делается слепок. А потом они кладут слепок в форму и заливают. Там есть частицы моей ДНК, и она растет и образует форму уха. Тебе понравилась идея? Мне очень понравилась эта идея. Да, в один момент была выставка в Германии. Туда пришел Ноам Хомский. Но он типа очень известный философ. Но суть в том, что само ухо, оно ловит звуковые волны. Так что с научной точки зрения ты можешь что-то говорить, и ухо тебя слышит. В теории. Ну так вот, один из главных философов 21 века что-то говорил в это ухо, и потом наступила моя очередь. И я встаю и говорю... Первое, что пришло в голову... Не лучший момент в моей жизни. Ты понимаешь, зачем он это сделал? Понимаешь? Почему он отрезал себе Ты об этом ухо? задумывался? Это одна из самых загадочных историй в мире искусства. Да. Это буквально стало его отличительным знаком, так? Бесспорно. Я думаю, есть множество разных историй об этом. Некоторые люди говорят, что он сошел с ума от употребления абсента. Некоторые говорят, что он отправил свое ухо проститутке, в которую был безумно влюблен. Но я не уверен во всем этом.
Однажды я подрался в баре, и парень чуть не отрезал мне ухо. Нож прошел мимо, зацепив немного Не ухо. может быть. У меня был Да небольшой ну. порез, и если бы я не ушел в сторону, он разрезал бы мое ухо пополам. И хорошо, что все обошлось, иначе все. У меня не было бы уха. Тогда бы люди думали, ах, он тот самый художник. Да-да, посмотрите, это же он безухий. Не дождетесь. Может, это... Как там будет по-английски? Ах, да, проклятие, которое преследует каждое поколение. Да-да, это как проклятие и благословение, соединенные в одно. Точно. В этот день у меня было огромное количество эмоций от апартаментов Лёвы, его работы, от того, насколько интересным и открытым человеком он оказался. И далее он будет раскрываться еще интереснее. Когда он предложил мне помочь ему доделать одну из картин, у меня начали трястись руки, и я думала только об одном: только бы не напортачить, только бы все не испортить. Спойлер, не получилось. Давай будем называть его пока Волан-де-Морт, тот, чье имя нельзя называть. Окей. Какие цвета ты предпочитаешь? Как ты их выбираешь? Яркие, много ярких цветов и, конечно же, много розового. Почему ты так сильно любишь розовый? Не знаю, просто нравится. Никаких гендерных стереотипов. Отлично, давай начинать и пробовать. Окей, давай пробовать. О боже, как страшно, я боюсь. И ты можешь помогать, если хочешь. Просто берем краску. Тут немного больше воды, чем нужно. А ничего, пойдет. Итак, немного ли не тут? Так, это значит розовый. Это красный. Это красный. На губы или куда-то еще? Да, вот так вот, по линиям и там, где белые просветы. Да, и просто разноси хаотично. Вот так вот. Смотри. Я не могу делать ничего без правил. А ты мне даешь так много свободы действий. Тут нет никаких правил. Так много свободы. Так много свободы действий. Здорово. Ой, нет, 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 очень красно. всё нормально. Совсем как кровь. Выглядит совсем как кровь. Не верю. Можешь дать мне, пожалуйста, другой цвет? Другой цвет? Это слишком яркий для Да, меня. конечно, вот, держи розовый. Как классно. Забавно то, что можно вот так вот дурачиться и делать на этом деньги. Не получается. Так, позволь, я принесу мою особую вилку для этого. Я очень надеюсь, что это будет самая обычная вилка, которую мы используем для всего. Это моя палочка-выручалочка на такие случаи. Смотри, все просто. Я покажу. И вот, чистенько. Ура, Держи. спасибо. Моя девушка постоянно злится на меня из-за огромного количества вещей для творчества. Все это потихоньку заполоняет всю квартиру. Еще она страшно злится из-за пятен от краски. Может, через 100 лет тут будет музей. Я, кстати, задумывался о том, что профессора и ученые скажут о моем творчестве через много лет. Можно я просто буду делать вот так? Да, давай, делай как хочешь. Отрывайся по полной. Тут нет никаких правил и подобного бреда, просто дурачишься. Делай, что хочешь. А как без правил ты делаешь контур картины? Ну, сначала начинаешь все делать светлыми цветами, то есть идешь от светлого к темному постепенно. Так и работают в основном. Я никогда до конца не уверен в том, что я делаю. Я использую воображение. Так, ладно, мне нужна твоя волшебная вилка. Ага, моя волшебная вилка. Могу я покурить? О, да, конечно. Да здравствуют сигареты! Ой, нет, только не это. Что ты Оно что-то наделала, тут- черт побери? Что ты наделала? Ой, нет, 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 тут... Все, что нам надо было сделать, это не напортачить. И вот посмотрите на нее. Да ничего страшного, мы это исправим. Да, это родинка, это родинка. Знаешь, я за работой обычно слушаю много музыки. Какую музыку ты предпочитаешь? Нидерландскую? В основном агрессивную музыку. Или ровно противоположную, спокойную. Также слушаю много гангста-рэпа, ну, типа такого. И еще соул, может быть.
Мне кто-то рассказывал, что если ты в России едешь на работу в метро и случайно улыбаешься кому-то незнакомому, то люди воспринимают это как оскорбление. Это правда? Или это просто выдумки какие-то? Не думаю, что это правда. Но когда люди встречаются взглядами в метро, они не улыбаются друг другу. Это точно. Но я их понимаю. Отстойно изо дня в день ездить на работу в метро. Да уж. Для меня это тоже не самое лучшее время. Почему ты хочешь продолжать строить карьеру в Штатах? Люди там сходят с ума по Ван Гогу. Еще немного порисовав, мы отправились в галерею. И по пути Леува задал мне типичный вопрос, которого всегда ждешь от иностранца. Кстати, а мне вот интересно, какие матерные слова есть в русском языке? Пиздец. А что это значит? Все что угодно. А, ясно. Кто-то может посмотреть на твою фотографию и сказать «пиздец». Это будет значить «ух ты, как красиво». Или Ясно. когда все совсем плохо. Например, у нас сейчас нет денег, потому что YouTube в России заблокировали. И тут мы тоже можем сказать «пиздец». Да-да. Или когда мы не можем снять денег из банкомата, потому что наши карты тут не работают, мы тоже говорим «пиздец». Это значит, что все, ну, Да, совсем кажется, плохо. я понял. Мы говорим в таких случаях «я пьяна». Конечно же, сука, ты знаешь это слово лучше, чем я. Блять. Блять. Мы используем это слово, например, если споткнемся или что-то подобное. Ну да. Курва — это польское слово, да? Нет, оно устаревшее, но есть и в русском языке. Например, в старых рассказах Чехова оно использовалось. Это моя команда. Приятно познакомиться. А это еще одна из твоих техник исполнения, когда части картины вырезаны. Да, это своего рода аппликация. У меня были старые картины, которые я испортил, поэтому я решил, черт с ним, порежу их. Я совсем не знал, что делать, поэтому я просто делал что-то. И вот, что получилось. А, отклеилось. Блин, дерьмо. Ну ладно, пофиг. На этом кресле можно сидеть, отдыхать, расслабляться, наслаждаться искусством. Шучу. Это и есть искусство. Искусство, понимаешь? А, ну это тоже искусство. Можешь нам помочь? Что мне делать? Вот тут? Вот там лучше. Да, вот здесь. Подготовка к выставке заняла несколько часов. Все это время я с огромным интересом следила за тем, как Лиу Вэй выбирал место для той или иной картины, потому что для него это явно имело очень большое значение. Но особенно удивительным было то, что каждую работу просто прибивали гвоздями, без каких-то рам и не боясь ее повредить. И мне тоже показалось, что это какая-то часть восприятия искусства здесь. Она очень похожа на одну из солисток группы Да, Pussy да. Riot. Тебе знакома эта группа? Да, я о них слышал. Я никогда не слышал их песен, но они всегда на Да, слуху. так всегда и бывает. Эта картина называется «Бэмби на стероидах». Да, олененок Бэмби. Так, стой, это Бэмби? Да, это Бэмби на стероидах. Вы убили мою мать, теперь я иду мстить. Да уж. Помнишь, мультфильмы нашего детства Да. были, ну, очень грустными? Король Лев, Бэмби. Ну да. Такое себе, конечно. Да, Король Лев. Мне друг рассказал, что есть какая-то русская версия мультфильма «Книга джунглей», где Маугли съедает Балу, чтобы выжить самому. Очень кринжовый мультик, я правду говорю. Он мне даже кадры из мультика показывал. Привет, добрый день. Здравствуйте. Сейчас это самое важное слово для России. А что это значит?
Это единственное русское слово, которое я знаю. Ты выучил одно из самых важных слов. Ты готова бросать бокал в картину? Это нидерландская традиция. Нет, не может быть. Серьезно? Да, это благословение. Тебе надо благословить ее. Да-да, мы всегда так делаем с последней картиной в Для экспозиции. тебя это безопасно? Все абсолютно безопасно, я буду в порядке. Мазл тов! Ура! Так держать, картина и выставка теперь благословлены. Нам теперь надо все это убрать? Теперь картина окружена твоей силой. Картина теперь освещена русским шаманом. Я просто влюблена в ваш маникюр. Вы такой брутальный, с очень мужественными чертами лица и с таким милым Да-да-да, ты маникюром. видишь, мы армия Нидерландов. Да-да-да, это то, кто мы есть. Борцы за свободу с маникюром. Картина, которую ты только что благословила стаканом, это автопортрет. Автопортрет? То есть это ты? Да, ну как сказать, попытки написать автопортрет. Сколько у тебя их? Автопортретов. Это один единственный, и теперь он благословлен бокалом. Так что должен быть удачным. Ты сам сказал мне его разбить. Да, это традиция. Моего отца убили несколько лет назад. Какой-то шизанутый исламистский радикал. Как давно это произошло? Сколько лет назад? 17 лет назад. Да и... Да, мой отец тоже был убит, когда мне Да? было... Добро пожаловать в клуб. Петюню? Я не думаю, что это хорошая мысль. Да, его не стало, когда мне было 3 или 4 года. И самое грустное, что я его совсем не помню. От этого очень грустно. К счастью, мне, к счастью, посчастливилось знать своего. Я иногда прохожу сеансы психологического гипноза, чтобы вспомнить его. Но совсем ничего не получается вспомнить. Почему твоего отца убили? Почему? Да, из-за чего его убили? Он просто шел на работу. И самое забавное, что он не должен был идти в тот день. Его коллега заболел и попросил моего папу подменить его. И он шел на работу, и его пьяный товарищ стал до него докапываться. А мой папа был совсем не конфликтным человеком. И он не хотел вступать в драку. И в итоге он умер от ножевого ранения после нападения. Это ужасно. Это все совсем неправильно. А у тебя какая история? Моя история — это 9 сквозных пулевых ранений и удар большим ножом, да. С запиской. Да, с запиской на груди и... Он делал в то время фильм для девушки. Она попросила его помощи. Как? Когда? Немного не понимаю. Так, где он был? Где? Он был в Амстердаме. Мой отец был кинорежиссером. Да, я знаю, да. Он сделал небольшую сценку для девушки-политика Аян Хирсиаль. И это не очень понравилось ребятам из, грубо говоря, сообщества джихада. Это был памфлет против абьюза над женщинами. В исламе, например, разрешено ударить женщину. И она хотела сделать фильм, выступить против этого. Но идея самого фильма была неудачной. И его отец помог ей придумать идею получше. Хороший фильм. Но люди на это так разозлились. Мы можем вас снимать? Да, конечно. И многие люди очень разозлились по этому поводу. И они хотели убить из-за этого фильма его отца. На самом деле они еще хотели убить Аян Хирсли Али, но у нее были телохранители. А его отец отказался от защиты. Он не хотел охранников вокруг себя. Он говорил, что это тоже искусство, свободное выражение мыслей и мнения. Но в итоге его убили посреди улицы. Ранним утром. В 9 часов он ехал на велосипеде. Вот так все и произошло. Это все было порядка 17 лет назад. Веселые были времена.
Голландия была в шоке из-за всего этого. Люди задавались вопросами, как так, почему? Прямо посреди улицы. И мы с тобой говорили о силе искусства, о его величии, о тюрьме. Когда за искусство людей сажают в тюрьму. И тут такое... Боже мой. Из-за искусства. Из-за фильма. Да, из-за фильма. Но опять же, это никак не связано с тем, что делают голландцы. Это не значит, что голландцы занимаются такими вещами. Никто не думал, что такое может произойти. Это был самый настоящий экстремист с очень экстремистскими намерениями. Это было большой неожиданностью для всех. Ты был так же молод, как и я, когда не стало твоего отца. И это не могло пройти бесследно. Эта ситуация не может не иметь влияния. Как ты думаешь, как это повлияло на тебя? Меня это очень злило. Во мне было много ненависти и злости. Но я проходил терапию, я ходил на кикбоксинг, и, знаешь, в какой-то момент становится невозможным продолжать злиться, если ты бьешь грушу по 3 часа в день. Но я злился. Очень долго. Знаешь, ёбаные ублюдки. Мне было очень сложно от того, что я постоянно находился в таком состоянии. Но постоянно же действительно сложно быть в таком напряжении. И с такой злобой внутри жить невозможно. Да, знаешь, мне помог очень бокс. И искусство. И искусство. Конечно же, искусство, да. Творчество. Искусство — это успокоение для души. Твой гнев отражается на твоих картинах. Это очень хороший способ для самовыражения. Для выражения своих чувств. На самом деле очень здорово, что ты можешь находиться в состоянии гнева и ярости. Потому что я вот, например, не могу. И, возможно, это моя проблема. Мне хочется быть тихой, спокойной, доброй, как мой отец. И не хочется ни с кем ругаться. Но это непросто. Я нашла еще одну очень классную фотографию. Вот. Можешь, пожалуйста, объяснить, что это? Эта статуя называется Крик. Да, Крик. Должно было получиться лицо моего отца, но я небольшой фанат этой работы. Почему? Сама идея очень классная. Насколько я понимаю, она отображает наше желание выразить наши мысли и чувства. Но мы не всегда можем это сделать. Да. Да, это было основной задумкой. Моему отцу не очень нравилась эта картина. И Рон Ханиман сделал эту скульптуру, и, по сути, он слезал идею полностью у меня. О, черт. Он абсолютно полностью украл идею. Полностью. Бывает. 2 ноября, в день убийства моего отца, много людей приходят к этому монументу и приносят цветы. Это какая-то конспирология там у них. Я решил дистанцироваться от всего этого. Отстраниться. Но ты же устраивал какое-то мероприятие, когда твой отец погиб. Что ты делал? Да, я и 2 моих друзей сделали картину на стене в стиле граффити. Да, просто граффити на стене, ну типа, знаешь, так, баллончиками обычными. И она была что-то вроде... А можешь показать, как она вообще выглядела, Я что покажу. из себя представляла? Можешь рассказать вообще, как это произошло? Ты узнал, что случилось с твоим отцом, и на следующий Да, день да. ты пошел писать граффити с Да. друзьями? В тот день я не учился, у меня было освобождение из-за того, что произошло. Мне разрешили не ходить в школу неделю. Моя мама сказала, бери баллончики, рисуй, что хочешь, отрывайся. Какая она молодец. Да, так и есть. Так в чем была идея? Значит, ты взял своих друзей, так? Ну да, мы просто чилили, и у меня возникла идея написать «Тео навсегда». И дальше я просто начал рисовать, не думая о том, что в итоге получится. Мы просто творили. А можешь показать? Да, я покажу, да. Объясни, пожалуйста, я не понимаю. Почему именно американский флаг? Мой отец был большим поклонником американского течения. И когда мне исполнилось 16,
Он предложил мне выбор. Либо ты можешь остаться со своей мамой, либо поехать со мной в Америку. И я такой, с большим удовольствием поеду. Точно, абсолютно точно еду с тобой, да. Да? Да, и я поехал с ним. Я, может, хотел бы пожить в Штатах. Люди там сходят с ума по Ван Гогу. Так, хорошо, это понятно. А вот тут американский флаг и написано Тео. Тео. Да, его имя Тео. Теодор. Теодор, ага. А это кто? Это что-то типа клоуна. А почему клоун? Просто какое-то лицо. Я не знаю, почему именно. Так далеко я не И заходил. почему Просто тут так рисовал. много вопросительных знаков? Я тогда задавался вопросом, какого черта это произошло и как все случилось. И почему, понимаешь? Потому что так много было всего. 9 пулевых ранений, перерезанное горло, как в фильмах ужасов, где орудует какой-то маньяк. И это те мысли и вопросы, которые меня тогда просто, знаешь, они переполняли меня. О, значит, тебе ребенку. В то время ты был еще ребенком, подростком. Да. Тебе рассказали тогда все в подробностях? Да. Да, конечно, мне рассказали все. Понятно. Понятно. Это удивительно, что на следующий день, после смерти отца, ты смог сделать такое прекрасное произведение искусства. Может, как раз это и было главным в тот момент. Выразить свои эмоции и переживания. Это было твоим первым таким порывом? Я всегда рисовал. Но именно что-то такое масштабное, как эта картина, было в первый раз. А картина сохранилась? Нет, нет, ее уже нет. Я писал на стене в своей комнате. И думаю, владелец квартиры уже сделал ремонт и перекрасил стены. Созидание и разрушение, как они есть. Жаль. Засранцы. Да-да-да, засранцы. А пошли они. Я, конечно, очень извиняюсь за этот вопрос, но ты понимаешь, насколько известным ты будешь, когда умрешь? Я прекрасно понимаю, да. Я думаю, что мою технику в будущем оценят. Ты думаешь об этом? О чем? О смерти? О смерти, о том, насколько известными будут твои картины, когда тебя не станет. Это же так классно. Я хочу хотя бы 2 года побыть известным, а потом можно и умирать счастливой смертью. Серьезно. Посмотрите на него, какой скромник. Ну, ты хотя бы задумываешься иногда о том, каково быть всемирно известным? На самом деле нет, не очень. Я здесь не из-за денег, не из-за славы. К черту славу. Ну, было бы здорово иметь кафе имени себя. Но я не думаю о славе и всяком таком. Оно не играет для меня особой роли. Он хочет просто заниматься творчеством. Да, просто творить, быть счастливым. И было бы здорово еще за это получать Да, иметь хотя бы капельку денег в моей жизни, это было бы не деньги. лишним. Чтобы творчество его росло и развивалось. Купить новые штаны, например. Да, вот такие мелочи, в общем. Было бы очень здорово. Допустим, последние 3 года, то есть 3 года подряд, я абсолютно забываю про День Святого Валентина. И при этом я на мели. В этот праздник принято дарить розы, а у меня нет денег. Так я последние 3 года где-то тырю розочку и дарю своей девушке. А хочется иметь возможность купить целый букет роз. Было бы здорово, если бы так можно было бы. Можешь дать совет людям, которые хотят начать карьеру, связанную с искусством? Позвольте искусству поглотить себя. Я прочел одну цитату, и там говорилось: «Делай то, что ты любишь, и дай этому уничтожить тебя». Не обязательно концентрироваться на уничтожении, но если ты и правда хочешь это сделать, то пусть это тебя поглотит, понимаешь? Не в смысле сходить с ума, но этому надо посвящать много времени. Если хочешь развить свои навыки, тем более. У многих людей не получается, и это раздражает. Ты очень, стараешься, но никто тебя не замечает и не выводит к вершине. Поэтому, говоря о совете, не знаю, дерзай, работай как в последний раз. Вот, собственно, и все.
Что тут еще скажешь? Я очень рада, что мне посчастливилось с тобой встретиться. Твоя история уникальна. Твоя квартира, работа и твои картины. Я до сих пор в шоке. И буду думать о нашей встрече еще неделю, скорее всего. Спасибо. Я рад, что доставил тебе такие эмоции. Я думала, что буду спрашивать тебя о Тео и Винсенте. Но когда мы встретились, я поняла, что мне хочется с тобой говорить именно о тебе. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Давай скорее обнимемся. Спасибо. Спасибо. Ну что, друзья, вот и закончился наш сегодняшний день с Лиу Вэ. Мне будет очень интересно почитать, какие эмоции получили вы после просмотра. Пишите об этом внизу в комментариях. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Хочется, чтобы как можно больше людей узнало о том, что у меня выходит вот такой формат с интересными людьми и что я вернулась в YouTube. Поэтому ваши лайки, поддержка, отметки в соцсетях, все это очень помогает. Надеюсь, что удалось вас впечатлить, вдохновить, и увидимся с вами уже через неделю. Подписывайтесь на канал. Я вас очень люблю и обнимаю. До встречи.